Возможно, этого еще не чувствуете, но огромная часть Северной Америки уже потеряла 37 миль пород из своей основы. И нет, это не о землетрясениях или гигантских кратерах. Это о континенте, который теряет кусочки самой вещи, которая не дает Земле болтаться, как на плохой карнавальной аттракционе. Команда исследователей только что выбросила геологическую бомбу. Часть Земли Северной Америки истончается, как очень грустный, очень медленный капающий пломбир. Как же они это узнали? Они, по сути, провели Земле высокотехнологичное полное МРТ и создали 3D-карты, показывающие, как породы, некогда считавшиеся неразрушимыми, теперь исчезают в недрах планеты, как перевернутая сырная пицца в духовке. Но чтобы по-настоящему понять этот беспорядок, сначала надо познакомиться с моими старыми друзьями — кротонами. Они толстые, крепкие и древние. Речь идет о миллиардах лет. Эти строгие ребята пережили падение метеоритов, супервулканы и даже тектоническое движение плит. Если бы плиты устраивали драки, вы бы могли уверенно предположить, что мы увидели бы, как возникают горные цепи. Если бы они разводились, удаляясь друг от друга, то родился бы целый новый океан. Все эти вещи оставляют шрамы на поверхности Земли. Но кротоны, похоже, всегда остаются непоколебимыми, как тараканы в геологии. И поскольку кротоны, по сути, могут получить удар в лицо и не почувствовать этого, ученые всегда предполагали, что они почти неразрушимы. Но затем группа исследователей решила протестировать свои шикарные машины и осознала, что подождите, кротоны распадаются. Как? Тут входит плита Ферреролон, действительно древняя тектоническая плита, которая начала скользить под основной плитой Северной Америки более 100 миллионов лет назад. Это довольно нормальный процесс. Его называют субдукцией, и именно так Земля перерабатывает породы и предотвращает перегрев. Эта субдукция продолжается так долго, что сейчас Ферреролон находится почти в 400 метрах от Тератона, находящегося в комфортной зоне нижней мантии, странно близко к внешнему ядру нашей планеты. Но Ферреролон создает проблемы, как тот сосед по комнате, который переехал, но продолжает оставлять странные вещи в холодильнике. Дело в том, что, погружаясь, он тянет за собой основание Северной Америки, растягивая его и заставляя куски отваливаться в глубокую мантию. И если этого было недостаточно, тонущий Ферреролон также стал источником утечки воды и углекислого газа в окружающие породы, делая Тератон еще мягче и легче разрушать. Спасибо тебе, Ферреролон. Очень мило с твоей стороны. Изучив сотни землетрясений на тысячах мониторинговых станций, ученые подтвердили эту историю. Большие куски континентального материала сползают вниз, истончая кротоны на целых 37 метров. Это больше, чем может поместиться в картонное молоко. Звучит драматично, правда? Но не переживайте. Это происходит медленно, как улитка. Потребуется миллионы лет, прежде чем что-то заметное произойдет. Ваши правнуки из далекого будущего могут все еще стоять на твердой земле, но не расслабляйтесь слишком сильно. Эта проблема может не быть срочной, но есть другой тип погружения, который происходит быстрее, чем вы можете сказать «помогите». Вот в чем дело. К 2050 году, по крайней мере, 32 крупных города в США, включая Нью-Йорк, Балтимор и Чарльстон, могут оказаться частично под водой. И угадайте что?
Эта проблема в основном наша вина. Ученые заметили, что с 2007 года некоторые города начали оседать на 0,4–0,8 дюйма, 1–2 сантиметра каждый год. Чарльстон в Южной Каролине выделяется в худшем смысле. Он оседает на 0,15 дюйма ежегодно. Конечно, эти цифры звучат крошечными и немного смешными, но Чарльстон находится всего в 9 футах над уровнем моря. И немного оседания имеет большое значение, когда океан дышит вам в затылок. В самые плохие дни наводнений людям там приходится оставлять свои машины и фактически плыть домой. Это явление называется оседанием Земли. А когда вы смешиваете оседание Земли с растущими уровнями моря, вы получаете опасный коктейль из затопленных улиц, соленых сельскохозяйственных угодий, призрачных лесов и многих раздраженных домовладельцев. И это не останавливается только на домах. Инфраструктура, такая как мосты, дороги, аэропорты и электростанции. Все, на что мы полагаемся ежедневно, также подвержено серьезным повреждениям. Затопленные электрические сети и провалы на шоссе могут вызвать миллиарды долларов экономических потерь и создать серьезные угрозы безопасности для сообществ. Теперь давайте будем справедливы. Не все можно списать на человечество. Некоторые из этих проблем начались еще во времена ледникового периода. Около 12 тысяч лет назад массивные ледяные щиты покрывали север США. Они весили очень много. Очень много. Этот вес подавлял землю вниз, и когда лед растаял, земля не просто вернулась обратно, как на батуте. Вместо этого она начала играть странную геологическую игру на качелях. Места, которые были сжаты, начали подниматься, а те, которые не были сжаты, одевались вниз. Этот весь процесс называется глициальной изостатической коррекцией. Попробуйте сказать это 3 раза быстро. Но, конечно же, люди нашли способ все усложнить. Выемка подземных вод – это один из главных виновников. Думайте об этом как о вытаскивании наполнителя из матраса. Через какое-то время все просто начинает провисать. В таких местах, как Центральная долина Калифорнии, земля опускается на целых 8 дюймов в год, потому что мы продолжаем качать воду в периоды засухи. В таких городах, как Нью-Йорк, проблема не только в воде. Самые небоскребы только усугубляют ситуацию. Да, оказывается, что если вы нагружаете мягкую землю миллионами тонн бетона и стали, она начинает сдаваться. И на случай, если вам интересно, общая масса зданий Нью-Йорка составляет около 1,68 триллиона фунтов. Это примерно равно массе 3,5 миллионов статуй свободы, сложенных вместе. С таким объемом нагрузки в относительно небольшой зоне подземные почвы просто не могут не сжиматься со временем. И если вы думали, что все не может стать еще хуже, подумайте еще раз. Мы строили дамбы, которые не позволяют рекам доставлять свежий осадок в прибрежные районы. Этот осадок – своего рода способ природы поддерживать землю. Без него прибрежные земли уплотняются, как старая губка. Плюс, когда болотистые местности осушаются для сельского хозяйства или строительства, верхний слой почвы высыхает и коллапсирует. Честно говоря, кажется, что Земля просто не может поймать перерыв. Ученые также заметили, что места, где раньше были зеленые болота, теперь входят в число самых быстро тонущих участков в стране, особенно вдоль побережья Мексиканского залива. Например, Луизиана теряет около футбольного поля земли из-за этой смеси оседания и повышения уровня моря.
Итак, какова конечная игра для нас, обычных людей, которые просто хотят жить выше уровня моря? Ну, это не выглядит хорошо. Призрачные леса, которые по сути являются затопленными лесами, появляются. Сельское хозяйство становится соленым и непригодным для использования. И даже наводнения в ясные дни, когда улицы заливаются без дождя, становятся явлением. Ужас. Тем временем на западном побережье Калифорния тоже не в выигрыше. Сан-Франциско и Лос-Анджелес оба тонут, что означает, что растущие уровни моря могут ударить по ним дважды сильнее и быстрее. В некоторых местах, таких как полуостров Палос-Верде, земля тонет так быстро, что людям, пожалуй, лучше жить как кроты. Итак, становится ли Америка следующим Атлантидой? Вероятно, не на следующей неделе, но без серьезных действий, таких как сокращение откачки подземных вод и более умное планирование городов, как минимум 500 тысяч человек находятся в серьезной опасности. И ущерб от разрушения жилья может легко составить шокирующие $19 миллиардов к 2050 году. В конце концов, хотя Северная Америка и не собирается тонуть, как плохо сделанная игрушка, она определенно показывает некоторые трещины на корке. Может быть, нам стоит уменьшить откачку подземных вод, переосмыслить, как и где строить, и немного больше инвестировать в то, чтобы наши ноги оставались сухими. В конце концов, если пол действительно когда-нибудь станет лавой, мы пожалеем, что не исправили утечки хотя бы сначала. Давайте углубимся в эту тему и рассмотрим последствия, которые могут иметь долгосрочные изменения в геологической структуре Северной Америки. И что это означает для людей, живущих сегодня? Так, например, изменения, которые происходят с кротонами, необычайно важны, поскольку они находятся в основании континентов и позволяют им оставаться стабильными. Эти гигантские образования были на Земле миллиарды лет и сыграли критическую роль в формировании современных ландшафтов. Но сейчас они начинают терять свою прочность и целостность, что вызывает много вопросов о будущем благополучии всей континентальной территории. Это не просто вопросы, касающиеся геологии, но также и вопросы экологии, экономики и даже политики. Правительства различных стран должны задаться вопросом о том, как справиться с последствиями изменения климата, повышением уровня моря и оседанием земли. В конечном итоге это может привести к необходимости пересмотреть методы городского планирования и стройки, а также переселения людей из наиболее подверженных затоплению территорий. Кроме того, следует отметить, что даже если изменения происходят медленно, тем не менее они имеют далеко идущие последствия. Зимой мы можем заметить, как уровень снега и льда в северных регионах снижается, что также влияет на уровень воды в реках и подземных водах в других частях страны. Это создает вопросы для сельского хозяйства, которое часто зависит от предсказуемых источников воды для полива. Например, фермеры в различных штатах могут столкнуться с нехваткой воды, что может привести к сокращению посевов и в конечном итоге к увеличению цен на продукты. Это влияние может касаться даже косвенно таких районов, как торговля и транспорт. Когда ресурсы истощаются, экономические системы также страдают. Разумное управление ресурсами становится первоочередной задачей, и необходимо учитывать более устойчивые методы использования водных ресурсов и защиты экосистем. Поэтому важно не только понимать, что происходит с нашей планетой, но и действовать. Устойчивое развитие и заработок на природных ресурсах должны быть сбалансированы для сохранения окружающей среды.
Энергетическая политика стран должна сосредоточиться на использовании возобновляемых источников энергии, чтобы снизить нашу зависимость от ископаемых источников. Это может помочь снизить выбросы углерода и замедлить процесс изменения климата. Также важно принимать во внимание, что изменения в экосистемах должны сопровождаться стратегиями, которые помогают смягчить негативные последствия для людей, живущих на этих территориях. Учитывая эти аспекты, можно создать устойчивые сообщества, которые смогут адаптироваться к изменениям, сохраняя свои традиционные способы жизни. Вот и все на сегодня. Так что если вы удовлетворили свое любопытство, поставьте видео лайк и поделитесь им с друзьями. Или хотите большего, просто нажмите на эти видео и оставайтесь на яркой стороне. Обсуждение этих проблем – это первый шаг к поиску решений и обеспечению лучшего будущего для всех нас.